Всем привет! Вот и приехала очередная ко мне посылочка из iHerb. Сегодня будет распаковочка. Как всегда, в начале ролика хочу сказать спасибо за ваши лайки, просмотры. Я рада, что мои видео вам полезны. Итак, вот моя очередная посылочка. Как вы видите, много всего. И все это БАДы. С чего начнем? Не знаю, к чему тут протянется рука. Глютамин 1000. Это уже не первая моя покупка глютамина. Купила из-за дозировки. Тут 1000 миллиграмм, 60 капсул упаковка. То есть это на 2 месяца приема. Но так как принимаем мы вдвоем с мужем, то скорее всего это на меньшее количество времени. Попробуем. Новая для меня фирма, но отзывы были хорошие. Я думаю, что тут должны быть капсулы, да. Обычные гелевые капсулы, стандартные. Или это желатиновые называются. Наверное, это желатиновые. Я, честно говоря, сколько заказываю эти капсулы, для меня всегда такая загадка, когда написано гелевая капсула или желатиновая капсула. Но гелевая, наверное, это которая плотная, а желатиновая это, наверное, вот такая вот тоненькая. Глютамин для заживления кишечника, если принимать, как я, то нужно принимать натощак. Я его советовала, кстати, подруге и еще там одному человеку. Всем, кому советовала, я потом интересовалась, говорю, ну как эффект вы видите эффект? Мне же было интересно, у меня эффект есть, и было интересно, есть ли эффект у них. И люди сказали, что да, эффект есть, и вообще это волшебное вещество. Странно, что его не прописывают наши доктора. Что люди замечали и что заметила я? То, что налаживается работа кишечника. Если у вас были проблемы с частым опорожнением, то они практически исчезают. Но это при условии, если принимать натощак где-то за полчаса до еды. Так, срок годности давайте посмотрим. До 1.23. Так что эта баночка выпьется еще 100 раз. Обязательно напишу про нее отзыв. Индол 3-карбинол, дозировка 200 мг. 200 мг тут в одной капсуле содержится. Собственно, поэтому я его заказала. Как обычно, моего индола, который чуть дешевле стоит, чем этот, где-то рублей на 200, в наличии не было к моменту сбора посылки. И опять заказала от фирмы Now. Значит, тут 60 капсул, это на 2 месяца ежедневного приема, срок годности до 2023 года. Мне кажется, мы с вами смотрели уже в одном из роликов эти капсулы. Для чего принимаю? Это моя обычная добавка. Мне ее рекомендовала в свое время врач-гинеколог принимать для молочных желез. Ну, для здоровья молочных желез, скажем так. Я на самом деле много читала потом про индол и узнала, что это вытяжка из крестоцветных. Тут даже перечислено из каких. Я, к сожалению, не все названия знаю по-английски, только брокколи мне о чем-то говорит. Вот. И крестоцветные нужно не только употреблять в пищу, но еще и можно пить такие добавочки. Как он работает? Я уже рассказывала, что он снимает, например, если у вас во время периода ПМС сильно набухает грудь, то он эти ощущения практически снимает. Я его советовала также подруге, потом уже по прошествии 2 месяцев спросила, ну как, говорю, ты пила, там заказывала? Она говорит, да, заказала, пила, прошла, говорит, боль в груди. Так что, опять-таки, редко какой врач это советует. Как выяснилось, то, что мне это посоветовал гинеколог, это вообще какой-то нонсенс у нас в стране. Не знаю, я надеюсь, что наши врачи когда-нибудь изменят отношение к добавкам, тем более тут ничего страшного нету, это вытяжка из крестоцветных, это можно как есть в салатах, просто, к сожалению, например, там, если вы едите брокколи, пареный, вареный, то очень много веществ разрушается при тепловой обработке, а тут вытяжка, пьете спокойно, все. Следующее, о чем поговорим. Это уже знакомо вам, по-моему, из предыдущего ролика, или, может быть, ролик назад это было, витамин В12, жевательные витаминки. Заказала своим бабушкам. Когда начали снова принимать витамин В12, почитала про него еще раз и выяснила, что с возрастом у людей он перестает то ли правильно усваиваться, то ли вырабатываться. Не буду врать, уже не помню, но после 60 его рекомендуют принимать.
Так как бабушек, сами вы понимаете, вряд ли загонишь в поликлинику и скажешь: ба, иди-ка сдай анализ на B12. Я решила, что ничего плохого не будет, если они по паре недель пропьют эти чудесные, даже не пропьют, а прожуют эти чудесные вкусные мармеладки. Полезно для нервной системы, для работы мозга. Почитала всякие исследования на эту тему, что есть прямая связь с деменцией. Чем ниже уровень B12, тем выше вероятность старческой деменции. Бабушки у меня уже, к сожалению моему, не так молоды, как хотелось бы. Поэтому мы пьем сами, и заказала им тоже баночку. Все, кто смотрели предыдущие ролики, знают, что это вкусненькие жевательные мармеладки со вкусом малины. Подтверждаю, и вкусненькие жевательные, и со вкусом малины. Обычные мармеладки совершенно. Если не знать, что это витамин В12, поэтому, собственно, тут такая крышечка с нажатием. Защита от детей, иначе ребенок может получить передозировку. Как я уже рассказывала в прошлом ролике, максимальная суточная дозировка это 5000 микрограмм, тут содержится 3000 микрограмм. Соответственно, эти витаминки вполне подходят для ежедневного употребления. Более того, интересно было мне, когда я прочла, что он накапливается в организме, соответственно, его можно там пропить 2 недели, потом сделал 2 недели перерыв, потом опять пропить 2 недели, сделал 2 недели перерыв. Собственно, я планирую, что мои бабушки будут принимать это именно по такой схеме. И вот на самом деле, на ком виден моментальный практический эффект от приема всяческих вот таких вот штук, это, конечно, на бабушках. Следующая штука L-карнозин. Это аминокислота. Заказала я ее на пробу. Вышла на нее совершенно случайно. Читала отзывы про коллаген. Не поверите, зачем читаю отзывы про коллаген, сама не знаю. Знаю, что работает, все прекрасно. И вот в одном из отзывов я краем глаза увидела вот это. Думаю, дай-ка поищу, что такое. Начала искать, открыла страницу с L-карнозином и тоже начала читать отзывы. И выяснилось, эта аминокислота помогает много в чем. Девочки пишут в отзывах, что он совершенно волшебный. Честно, пока не знаю. Обязательно выпью. Пишут, что эффект наступает после где-то банки 2. Тут 50 штук, соответственно, это на 50 дней, если на одного. Но так как я в одиночестве вряд ли буду это пить, заставлю еще мужа, то это вообще на 25 дней. И, конечно же, не знаю, будет ли эффект за эти 25 дней. Постараюсь написать обязательно в отзывах. Давайте посмотрим, как выглядят эти капсулы. Да, обычные стандартные капсулы с аминокислотой. Аминокислоту мы принимаем натощак. Я буду принимать утром вместе с коллагеном, потому что коллаген тоже состоит из аминокислот. Срок годности у нее тоже до 23 года. На одну капсулу приходится 500 мг. Написано, что суточная доза это 1 капсула. Надеюсь, что сильно улучшит состояние. Прям жду этого. Следующее, о чем поговорим, это лецитин. Это то, без чего коллаген у вас работать не будет, как ни крутите. Это я не знаю уже, какая по счету банка подсолнечного лецитина. Почему подсолнечного? Потому что пьем мы его вместе с мужем. В соевом лецитине содержатся фитоэстрогены, которые мужчинам употреблять нежелательно, да и женщинам, если у них все в порядке с гормональным фоном, тоже лучше не злоупотреблять. Поэтому я изначально выбрала лецитин из подсолнечника. Лецитин вообще, если вы откроете и начнете читать про лецитин, у меня, кстати, есть про него отзыв, где я много чего писала, обязательно приложу ссылку внизу на него. Лецитин это прям какое-то чудо расчудесное. В день его нужно употреблять порядка 5000 миллиграмм. Тут написано, что доза 2 капсулы в день. Это, соответственно, вы получите 2400. Если вы едите яйца, то в одном яйце содержится тоже порядка 1000 миллиграмм. Соответственно, 2 яйца и 2 капсулы, и у вас практически дневная дозировка лецитина. Тут написано, что это поддержка нервной системы, да, и ее тоже, и ее, и печени, и мозга, и для усвоения коллагена, потому что при нехватке лецитина там будет что-то неправильно вырабатываться, не будет хватать каких-то гормонов, не гормонов, и коллаген будет не так усваиваться, не туда идти. В общем, если начнете читать про лецитин, поймете, что это
очень важная добавка, но помимо всего прочего, лецитин еще пьют люди, которым нужно снизить холестерин. И если вы не хотите пить статины для снижения холестерина, то лецитин плюс омега-3 работает на ура. Это было доказано анализами достаточно близких мне людей, поэтому знаю, о чем говорю. У меня с холестерином все в порядке. Лецитин пью исключительно, начала пить для красоты. Я об этом писала в отзыве. Вообще начала пить для похудения. Но, как выяснилось, на одном лецитине не похудеешь. К сожалению, нет еще этой чудо-капсулы. Но он помогает во множестве других вещей. Мне вполне нравится эффект от его приема, так как я вижу, что с ним работает коллаген, и самочувствие у меня нормальное. И муж тоже замечает, что лучше начинать себя чувствовать в период приема. Сейчас у нас был достаточно большой перерыв, потому что долго что-то не могла заказать его. Срок годности у него до 24 года, тут 200 капсул. Соответственно, если на двоих, то это на 50 дней приема, да, если по 2 капсулы в день принимать. Я, честно скажу, принимаю когда 2, когда 1, по настроению. Еще, наверное, не очень нравится многим то, что они огромные. Но тут я читала в отзывах, что народ их как-то пилит пополам. Честно скажу, я не пробовала пилить. Более того, они их пилят не то что пополам, а говорят, что детям дают там чуть ли не 1/4. Да, его дают детям, тоже для поддержки нервной системы. Я про все это читала. Мы пьем взрослыми. Пыталась заставить бабушек пить это, они не могут, потому что очень большие капсулы, глотать это напрочь отказываются. Выглядит это вот так. Капсулы действительно здоровые, они больше, чем капсула омеги. Вы знаете, я вам сейчас даже для сравнения капсулу омеги достану. Волшебство съемки видео. Взяла капсулу омеги, смотрите. Видите, они больше. Они, может быть, по толщине там плюс-минус такие же, или так кажется из-за цвета, но по длине они здоровые. Бабушка моя одна, когда пыталась ее этим пичкать, сказала, что она не будет это пить, у нее это застревает в горле. Я сказала, ну ладно, не хочешь пить, ешь обязательно 2 яйца в день. Вот вроде как ест, если не обманывает. Не знаю, надо уточнить еще раз. В общем, незаменимая для меня добавка. Пью постоянно, когда не забываю заказать. А это, к сожалению, моему случается. Следующее. Гиалуроновая кислота, хондроитин и гидролизированный коллаген 2 типа. Сервисная доза, тут написано 2 капсулы. В 2 капсулах содержится 600 мг коллагена 2 типа, 200 мг хондроитина и 100 мг гиалуроновой кислоты. В коллагене, который я пью, содержится, не помню сколько, сейчас гляну. В коллагене, который я пью, содержится 60 мг гиалуроновой кислоты. Соответственно, если тут принимать по 1 капсуле, то это будет еще 50 мг гиалуроновой кислоты, итого в сумме 110. Заказала из-за гиалуроновой кислоты, собственно, потом увидела, что тут еще гидролизированный коллаген, подумала, о, клево для суставов, потому что коллаген 2 типа, он направлен именно на работу суставов. Тут 60 капсул, я планирую принимать по 1 в день, потому что, повторюсь, у меня гиалуроновая кислота есть уже в коллагене, который я пью ежедневно. Единственное отличие с коллагеном, который пью обычно, это то, что вот гидролизированный коллаген 2 типа нужно принимать вместе с едой. Поэтому думаю, что буду принимать в обед. Да, стандартные капсулки с порошочком внутри. Я это, конечно же, хочу принимать для красоты, но куда уж организм направит все это дело, не знаю. Надеюсь, что все-таки до лица тоже дойдет. Следующее. Таурин. Стала нашей постоянной добавкой. У меня было уже несколько баночек про запас. Мы вот их благополучно выпили. Более того, буду еще скоро заказывать таурин, потому что хочу, чтобы их пили бабушки. Но им просто, когда собирала посылку, там была акция, 20% скидки, я брала на все. И у меня там еще сработал промокод, про который я в каждом ролике рассказываю. В общем, получила очень хорошую скидку. И к моменту, когда я вот уже оформляла корзину, таурин весь разобрали, не поверите, в дозировке 1000 мг очень я хотела, потому что по 500 мг это 2 капсулы пить, ну как-то
Пьется он тоже натощак, пью его вместе с коллагеном, буду пить его с другой аминокислотой, с вот этим. Про таурин читала много хорошего, он необходимый для зрения и для работы сердечно-сосудистой системы, и для работы мозга, и для нервов. Ну, для того, чтобы нервы были, а не для того, чтобы их не было. Еще, когда я читала про межклеточный матрикс, там была такая фраза, что очень немного лекарств, точнее не лекарств, а добавок обладают доказанной эффективностью, и они даже поставили под сомнение Q10, хотя, например, я вижу на своей бабушке, как Q10 работает, вот реально работает, понимаете, и дело не во внешнем виде, а дело в ясности ума. И таурин в этой статье была обозначена как одна из добавок, которая помогает при старении, поэтому я почитала все и подумала, бабушкам надо это точно пить, не помешает. Вместе с B12 эффект вообще должен быть шикарный. Отсыплю им, когда будет в наличии таурин, закажу им обязательно 1000 мг, потому что именно такую дозировку советовали. Еще таурин, я знаю, принимают спортсмены, любители фитнеса перед посещением фитнеса за час, он увеличивает выносливость. Капсулы совершенно стандартные, обычные, с белым порошочком внутри, обычная аминокислота. Если их всех сыпать в одну баночку, то вот это глютамин, то, как говорится, поди разбери где что. Даже по цвету одинаковые. Следующая моя любимая добавка – L-карнитин. Опять-таки, вы знаете, когда-то купила как элицетин, для того, думала, ну, похудею. Проблемы были с весом, сейчас проблем нет, потому что увеличилась подвижность, поменялась диета, и как-то жизнь наладилась. Что заметила? Похудение, конечно же, не случилось. Сидя ровно на жопе, никакого похудения от L-карнитина быть не может. Но мне больше понравился другой эффект. В те дни, когда я принимала карнитин, кстати, принимала я его не натощак далеко, принимала я его вместе с остальными БАДами после еды, то где-то часа через 2 у меня, так знаете, очень хорошо прояснялся мозг, и мне очень легко работалось. Очень легко писали статьи, приходили нужные слова, было легко сосредоточиться на работе. И мне такой эффект понравился. Я подумала, от чего же это может быть? Грешила и на лецитин, и еще на что-то. Потом думаю, нет, это я все пью постоянно, и такого прям ярко выраженного эффекта вряд ли я от этого бы получила. Потом подумала, что я начала пить недавно. А недавно я начала пить как раз, у меня была только другой фирмы, баночка L-карнитина. Дозировка небольшая, 500 мг, но для ума вполне хватает. Хотя тут рекомендуют принимать 1000. Также народ его принимает перед занятиями спортом для того, чтобы увеличить сжигание жиров. Но, честно говорю, я такого не делала, потому что оно само как-то сжигается и без L-карнитина. А эффект для повышения умственных способностей мне нравится гораздо больше. Опять-таки стандартные капсулы с белым порошком внутри. Принимаем вместе с мужем. Я его пытала, тут чувствуешь ли ты эффект от карнитина для ума или нет. Он вроде как говорит, что да, там не знаю, может сказал, чтобы я от него отстала. И последняя баночка, загадочная штука, Gluten Digest. Случайно на него вышла, мне его подсунула iHerb в рекомендациях, и, конечно же, я повелась. Значит, что я уяснила из отзывов? То, что есть немного булок, блинов, пирогов, тортов и прочего не получится. Он призван для того, что если вы соблюдаете безглютеновую диету и там поехали куда-то, там сходили в рестрик, что-то там такое сожрали, не уверены, что там нет глютена, а вам там пока еще чистится, да, для того, чтобы весь глютен вышел из организма, нужно где-то около полугода, то как раз вот это вот очень помогает. Сервисная доза, тут написано 1 капсула, но я читала разные мнения, кто-то принимает и по 2, и по 3. Кроме того, пишут, что они прекрасно помогают перевариваться другой еде, как вы видите, тут в составе есть амилазы и протеазы. Так что это принимается, соответственно, после еды. То есть съели что-то не то, выпили. Ну, как я себе это представляю, некоторые это пьют на постоянной основе, но я также читала там отзывы людей, у которых реально непереносимость глютена, они писали, что эта добавка не спасает, и либо ее надо, получается, либо очень дорого, потому что там надо выпивать чуть ли не по 14 капсул,
Но если вы просто хотите ограничить на какой-то период поступления глютена, почистить кишечник, восстановить его, и боитесь, ну, пошли с друзьями в кафе, хочется вам сожрать пиццу. Ну, я понимаю, всем хочется съесть пиццу. Можно потом вполне выпить вот это вот, или перед кафе. И вроде как это должно работать. Самое интересное, собираюсь проверить. В ближайшее время, правда, пиццу есть не намерена, но вдруг получится. Капсулки небольшие. Баночка, кстати, тоже небольшая. В сумочку с собой она вполне поместится. Еще раз почитаю отзывы. По-моему, там все-таки рекомендовали принимать не по одной капсуле, а по две. Но у производителя написано одна. Почитаем, посмотрим. Вот они, мои помощники. Такая получилась посылочка в этот раз. Итак, поговорим про цены. L-карнозин 500 миллиграмм. Изначально стоил 1287 рублей, я его купила за 1029 рублей, скидка составила 257 рублей. Гиалуроновая кислота стоила 857 рублей, со скидкой мне она обошлась 686 рублей, скидка составила 171 рубль. Точно такая же ситуация с лецитином, стоила 857 рублей, купила за 686, общая скидка 171 рубль. L-карнитин стоил 729 рублей, я его купила за 583, скидка составила 145 рублей. Глютен Дайджест стоил 857 рублей, я его купила за 686, и скидка составила 171 рубль. Индол стоил 1115 рублей, скидка составила 223 рубля, я его купила за 892 рубля. Витамин В12 изначально стоил 689 рублей, я его купила за 551 рубль, скидка составила 137 рублей. Таурин, один из самых недорогих тут товаров, стоил 342 рубля, со скидкой мне обошелся 274 рубля, скидка 68 рублей. И глютамин стоил изначально 774 рубля, со скидкой мне обошелся в 619, и скидка составила 154 рубля. Общая сумма моей покупки должна была быть 7512 рублей. Вместе со скидками вся моя покупка составила 6010 рублей, то есть общая скидка по промокоду ShopUp. Это промокод при первом заказе из приложения, он вроде как действовал до 31 мая. Но я когда заказывала, точнее сейчас, когда собирала корзину в приложении, он почему-то продолжает у меня применяться, хотя вроде как он был одноразовый. Так что я попробую еще раз, может быть он пройдет. Ну и как всегда я ввожу еще промокоды, про которые вам говорю, чтобы iHerb сам решил, что выгоднее, потому что он прям пишет, что применен такой-то промокод, по нему скидка составит больше, чем по тому промокоду, который вы ввели. Значит, общая скидка у меня составила 1502 рубля. Но я в каждом ролике и говорю, и пишу в описании ниже про то, что если вы пишете отзывы на товары, которые купили, то сейчас iHerb дает вам за каждый отзыв по $1. Так как я покупаю достаточно, как вы видите, много товаров, то есть тут я смогу получить $9, получается, за отзывы, если я напишу на все это. Но так как я уже писала про лецитин, по-моему, и про B12, то за это он мне, конечно, отзывы не даст. Ой, $1 не даст за отзывы на эти товары. $1 начисляется за отзыв про товар, который вы покупаете впервые, и на который вы отзыв пишете впервые. Значит, я еще списала в счет этого заказа $12. Итого моя конечная сумма, которую я заплатила, составила 5122 рубля. Вместо 7512 рублей. Мне кажется, это отлично. Промокоды и доллары за отзывы работают. Рекомендую вам пользоваться и тем, и другим. Надеюсь, что у вас все получается и ваши покупки приносят вам радость, скидки и обходятся в разумные деньги. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.